И снова здравствуйте! Это вторая часть пинеток кроссовок Nike. Первую часть вы можете посмотреть у меня на канале, а также ссылку на видео на первую часть я оставлю в описании под этим видео. И давайте продолжим. Дальше мы будем вязать язычок для кроссовка. Для этого выворачиваем мы с пинетки, находим последний ряд, где мы вязали убавление столбиками без накида. И с вот этой петельки, с этого столбика мы будем начинать вязать. Будем вязать 6 столбиков без накида. Точнее, сейчас мы будем вязать, набирать 2 воздушные петли подъема. Они будут считаться у нас за один столбик без накида. И плюс еще 5 столбиков без накида. Набираем 2 воздушные петли. И дальше за стенки столбика без накида последнего ряда основания мы будем вязать столбики без накида. Вот за эти петелечки. Всего у нас получится вместе с 2 воздушными петлями подъема 6 столбиков без накида. Итак, первый ряд провязали, 2 воздушные петли и плюс 5 столбиков без накида. Дальше делаем 1 воздушную петлю. И теперь мы будем вязать так. В начале и в конце ряда мы будем делать по одному прибавлению. В одну петлю по 2 столбика без накида. Провязали. Дальше вяжем столбики без накида до конца ряда. И в последнюю петлю в конце ряда, это получается 2 воздушная петля, что мы набирали в первом ряду в начале ряда. В эту петлю мы вяжем 2 столбика без накида. Делаем прибавление. Во втором ряду получилось 8 столбиков без накида. Дальше делаем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание и снова вяжем в начале и в конце ряда прибавление. В одну петлю по 2 столбика без накида. В третьем ряду у нас получится уже 10 столбиков без накида. Итак, мы будем продолжать вязать, делать прибавление в начале и в конце ряда до тех пор, пока в ряду у нас не получится 14 столбиков без накида. Провязали третий ряд, сделали прибавление в начале и в конце ряда. Дальше снова делаем 1 воздушную петлю и продолжаем вязать. 3 ряда мы уже провязали, нам осталось еще провязать 2 ряда. То есть вяжем до 5 ряда включительно. Итак, провязала я 5 ряд. В 5 ряду у меня получилось уже 14 столбиков без накида. Это вместе с прибавлением. 6 ряд мы уже вяжем без прибавлений в каждую петлю по столбику без накида. И у нас получится в 6 ряду 14 столбиков без накида. Здесь мы уже не будем делать никакие прибавления. Провязали 6 ряд по 14 столбиков без накида. Дальше делаем воздушную петлю и продолжаем вязать. Будем вязать без изменений по 14 столбиков до 14 ряда включительно. Провязала я 14 ряд, 14 столбиков без накида. Дальше делаем 1 воздушную петлю и в самой первой петле вяжем так. Вяжем 3 столбика без накида. Дальше 1 полустолбик с накидом, делаем накид, провязываем 3 петли вместе. Дальше вяжем 6 столбиков с накидом.
Дальше делаем накид, вяжем один полустолбик с накидом, провязываем 3 петли вместе. И дальше вяжем 3 столбика без накида. Провязали, разворачиваем вязание. Дальше будем вязать таким образом. Делаем одну воздушную петлю, одну петлю самую первую пропускаем, и следующую вяжем один соединительный столбик и второй соединительный столбик в следующую петлю. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Провязали. Дальше делаем 3 соединительных столбика. 1, 2 и 3. Делаем еще одну петлю и отрезаем нить. Язычок для кроссовка у нас готов. Ниточку эту потом мы прячем на изнаночную сторону. Нам осталось связать 2 детальки впереди и сзади кроссовка и шнурок, ну и плюс буквочка. Сейчас мы будем вязать детальку, которая находится впереди кроссовка. Для этого находим ровненько середину, находим 4-й столбик с накидом и поднимаемся вверх, где мы делали прибавление на мыске. Вот он, 4-й столбик без накида, ой, точнее с накидом. И поднимаемся ровненько вверх. Нашли центральную петлю и от этой петли отсчитываем в одну и в другую сторону по 3 петли. Всего получается на вот этой детальке мы будем вязать детальку из 7 столбиков без накида. Протягиваем нить, набираем 2 воздушные петли подъема. Дальше еще вяжем 6 столбиков без накида. 2 воздушные петли подъема мы будем считать за 1 столбик без накида. Кончик нити, который остался, мы прячем по ходу вязания. Провязали. Дальше мы воздушную петлю делать не будем, так как вязали язычок, а просто второй ряд будем начинать со столбика без накида в самую первую петлю. Второй ряд вяжем 7 столбиков без накида. Последний 7-й столбик без накида мы вяжем во вторую воздушную петлю подъема первого ряда. Провязали. Дальше снова разворачиваем вязание, вяжем 3-й ряд. В 3-м ряду у нас также получится 7 столбиков без накида. Провязали. Дальше разворачиваем вязание, будем вязать 4-й ряд. В 4-м ряду мы будем делать убавление в начале и в конце ряда. Убавление делаем таким образом. Достаем петельку из одной петли, в следующую петлю заводим крючок, достаем петлю и провязываем через 3 петли. Дальше вяжем еще 3 столбика без накида. В конце ряда у нас осталось 2 петли. Здесь мы также делаем убавление таким же образом. Достаем петлю с одной петельки, достаем еще одну петлю со следующей петельки и провязываем 3 вместе. В 5-м ряду вяжем 5 столбиков без накида. Точнее 4 столбика без накида, а в последнюю петлю мы будем делать просто соединительный столбик. Дальше еще одну петельку. Нить немножко оставляем подлиннее, чтобы потом этой же нитью пришить эту детальку. Так, это у нас готово. Потом будем просто пришивать.
Дальше мы будем вязать детальку, которая находится у нас сзади пинетки. А вязать эту детальку я буду белым цветом. Можно, в принципе, и черным вязать, но мне захотелось вязать именно белым цветом. Итак, для начала находим 3 воздушные петли подъема, когда мы вязали основание пинетки. Вот они. И от этих 3 воздушных петель отсчитываем еще 3 столбика. И вот за эти петли мы будем вязать. Получается 3 столбика в одну и 3 столбика в другую сторону. Всего также у нас здесь получится 7 столбиков без накида мы будем вязать. Набираем 2 воздушные петли подъема. Это считаем за 1 столбик без накида. Дальше вяжем столбики без накида. Еще 6 столбиков. 1, 2, 3 столбик без накида мы вяжем за воздушные петли, где мы набирали в основании пинетки. 4, 5 и 6. Всего у нас получилось 7 столбиков без накида вместе с 2 воздушными петлями подъема. Дальше одну воздушную петлю из самой первой петли начинаем вязать столбики без накида. А во втором ряду у нас получится 7 столбиков без накида. И в последующих рядах у нас также будет по 7 столбиков без накида. И последний 7 столбик без накида во вторую воздушную петлю подъема первого ряда. Второй ряд мы провязали, делаем одну воздушную петлю, и еще нам осталось провязать 8 рядов по 7 столбиков без накида. Всего получится 10 рядов. Итак, 10 рядов по 7 столбиков без накида я провязала, нить отрезала, а кончик нити оставила подлиннее, чтобы пришить эту часть. Я уже нить продела в иголку, и сейчас покажу, как я пришиваю. Находим тот столбик с накидом, за который мы начинали вязать. И вот за него же мы будем пришивать. Пришиваю я вот таким образом.
И в последнюю петельку. Так, пришили. И теперь я делаю узелок на изнаночной стороне, немножко так вот отодвигаю. И здесь делаю узелок. И потом эту нить я прячу в столбики без накида, где я вязала вовнутрь прям их. Туго провязано, поэтому иголка очень плохо достается. Достали и нить отрезаем. И вот так вот аккуратно у нас получается. Лишние ниточки отрезаем. Вот эту часть, которая находится у нас впереди, мы также будем пришивать таким же образом. Пришивать мы будем. Так, находим петлю, с которой начинали, поднимаемся вверх и отступаем на одну петлю, получается влево. И будем вязать за серый цвет, за петли серого цвета. И все таким же образом пришиваем. Давайте пришьем переднюю часть самостоятельно. Итак, все я пришила. Нити все, которые лишние торчали, я отрезала. Дальше нам нужно будет связать шнур. Я уже шнур связала. Как вязать такой шнур, у меня есть отдельное видео на канале. Вы можете его также посмотреть. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Также еще нам осталось вырезать буквочку N из фетра. Вырезаете квадрат 16 на 16 мм, либо 15 на 15 мм. И потом вырезаете из него буквочку. Я букву эту приклеиваю на клей. И давайте самостоятельно вырежем буквочку, свяжем шнур и заправим его. И вот такие пинетки у нас получились. Эти пинетки вяжутся еще быстрее и проще, чем те пинетки Nike, которые я вязала в своих прошлых видео. И получаются тоже неплохо, также красивые. Уверена, у вас также все хорошо получилось. Если что-то не получилось или остались какие-то вопросы, пишите мне в комментариях, либо пишите мне в Инстаграм. А на этом у меня еще не все. Дальше я покажу и расскажу, как вязать такие же пинетки на размер 10 сантиметров. Итак, сейчас я вам расскажу, как вязать такие же пинетки, как и эти, только на размер 10 сантиметров. Эти пинетки у меня размером 12 сантиметров. Получается, нам от этой подошвы нужно отнять 2 сантиметра, чтобы получить подошву на 10 сантиметров. А в 2 сантиметрах у нас получается 6 петель, то есть от 24 отнимаем 6, получается, нам нужно набирать цепочку из 18 воздушных петель. Сейчас я вам все подробно покажу и расскажу. Итак, смотрите, я уже нарисовала для вас схему подошвы на 10 сантиметров. Набираем 18 воздушных петель и дальше вяжем все по схеме. Здесь все очень легко и просто. Когда вы свяжете подошву, у нас получится всего 66 петель по кругу. То есть 65 петель и плюс 3 воздушные петли подъема. Это у нас будет считаться петелька за одну петлю, получается 66. Если в этих пинетках у нас было 78 петель, то в этих 66. Дальше будем вязать таким образом. От 1 до 6 ряда включительно мы вяжем столбиками без накида по 65 столбиков без накида, ну и плюс 2 воздушные петли подъема, мы их будем считать за один столбик без накида. И всего получается 66 столбиков без накида. Все ряды вяжем столбиками без накида, только изменяя цвет. В 7 ряду мы уже будем вязать по-другому. На пятке и на мыске у нас количество столбиков и убавлений остается неизменным, так как мы вязали на 12 сантиметров.
Начинаем вязать от центра пятки, набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем так же, как и вязали, 6 столбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Дальше 1 полустолбик с накидом, 6 столбиков с накидом и дальше на мыске пинетки делаем убавление таким же образом, как и делали. Дальше вяжем так же, как и вяжем с этой стороны. 6 столбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом, 8 столбиков без накида, 1 полустолбик с накидом и 6 столбиков с накидом. Как вы уже заметили, я вот этот круг, это получается ряд, поделила на части штришками. Ну, мне так удобнее вязать, видно сразу, где что находится. Дальше будем вязать 8 ряд. В 8 ряду мы уже будем формировать отверстие для шнурка. Как я уже говорила, что задняя часть и переднее убавление мы будем делать так же, как и делали для пинетки на 12 сантиметров. Итак, на пяточке провязываем, как мы и провязывали. Дальше вяжем 6 столбиков без накида и сразу же дальше делаем одну воздушную петлю. Одну петельку пропускаем, вяжем 2 столбика с накидом. Вот воздушная петля. Вяжем 2 столбика с накидом, одну петлю пропустили. Дальше снова мы делаем воздушную петлю, одну петлю пропускаем, вяжем 2 столбика с накидом. Дальше снова воздушная петля, одну петлю пропускаем. И дальше начинаем сразу же делать убавления. Вяжем 9 убавлений. Сразу после убавления мы делаем одну воздушную петлю, одну петельку пропускаем, вяжем 2 столбика с накидом. Дальше снова воздушная петля, петлю пропускаем. То есть так же, как мы и вязали с другой стороны. И провязываем до конца ряда. Начинаем вязать 9 ряд. Вместо столбиков с накидом, там где мы вязали, вяжем столбики без накида. Помните, да, что мы вот эту часть в этих пинетках мы вязали столбиками с накидом. Здесь на 10 сантиметров мы будем вязать столбики без накида. Итак, начинаем вязать, набираем 2 воздушные петли подъема. Дальше 7 столбиков без накида провязываем. Дальше 4 соединительных столбика. Дальше 9 столбиков без накида. Там, где у нас будет воздушная петля, под воздушную петлю вяжем столбик без накида. Дальше мы будем делать убавление так же, как и делали. Здесь на мыске у нас 3 убавления через 1 столбик без накида. Завершаем вязать мы с 1 столбиком без накида. Дальше вяжем 9 столбиков без накида, 4 соединительных столбика и 7 столбиков без накида. И делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. И кроссовки на 10 сантиметров у нас готовы. Если вам нужно, то скриньте, потом просто будете смотреть на схему и вязать. Надеюсь, вам было все понятно. Эти схемы вообще я делаю для себя, мне так удобнее вязать. Язычок на пинетку 10 сантиметров, кстати, вы вяжете поменьше, то есть на 3 либо 4 ряда меньше вяжете. Ну и здесь все, в принципе, так же, как мы и вязали. Вот эту штучку вяжете таким же образом, переднюю часть, вот эту детальку тоже так же вяжете. Также шнурок таким же образом вяжете и буквочку N вырезаете, ну, где-то 15 на 15 миллиметров. И у вас получится пинетки-кроссовки на размер подошвы 10 сантиметров. Ну а теперь у меня на этом все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять. Всем желаю творческих успехов и до новых встреч в новом видео. Пока!